Starbucks продает кофе с наценкой почти в 2000%. И люди не просто это принимают, они сами рекламируют бренд бесплатно. Фотографируют стаканы, выкладывают их в сторис, пишут свои имена на напитках и возвращаются снова. Хотя себестоимость этого латте примерно 30 рублей. И самое интересное, к концу этого видео вы поймете, что Starbucks продает не кофе и даже не атмосферу. Он продает кое-что намного сильнее. То, что заставляет людей переплачивать добровольно, возвращаться снова и чувствовать, будто без этой чашки их день уже какой-то не такой. И когда вы это заметите, вы начнете видеть эту же систему почти во всех крупных брендах мира. Это не случайность. И дело вообще не в кофе. Starbucks – один из самых точно спроектированных потребительских опытов в истории бизнеса. Сегодня мы разберем, как Говард Шульц превратил обычную кофейню в глобальную религию и почему миллионы людей по всему миру до сих пор в нее верят. 1971 год. Сиэтл. Трое друзей открывают маленький магазин, где продают кофейные зерна. Ни напитки, ни латте, ни капучино. Только кофе для домашнего приготовления. Они называют магазин Starbucks в честь персонажа из романа «Моби Дик». Бизнес работает стабильно, но не меняет мир. Пока в компании не появляется молодой продавец по имени Говард Шульц. В 1983 году Шульц приезжает в Милан. Именно там происходит момент, который изменит Starbucks навсегда. Он заходит в обычную итальянскую кофейню и буквально замирает. Бариста знает клиентов по именам. Люди не спешат уходить. Они разговаривают, смеются, стоят у стойки просто ради атмосферы. И тогда Шульц понимает: кофе — это вообще не главное. Главное — ощущение. Кофейня может быть не магазином, а частью жизни человека. Вернувшись в Сиэтл, Шульц предлагает владельцам Starbucks начать продавать напитки и строить атмосферу вокруг них. Ему отказывают. Тогда он увольняется. Открывает собственную сеть кофеин. А спустя несколько лет выкупает Starbucks полностью. Именно здесь начинается настоящая история компании. У социолога Рэя Ольденбурга есть концепция под названием «третье место». Первое место — дом. Второе — работа. А третье — пространство, куда человек приходит, чтобы просто побыть среди людей. Без давления, без обязанностей, без спешки. Раньше такими местами были пабы, парикмахерские, церкви, маленькие городские кафе. Шульц решил, что Starbucks станет третьим местом для современной Америки. И каждая деталь в кофейнях начала подчиняться этой идее. Мягкие кресла, чтобы вы задержались подольше. Розетки у каждого столика, чтобы вы приходили с ноутбуком и сидели часами. Тихая музыка, чтобы создавать фон, но не мешать думать. Даже запах кофе у входа — часть архитектурного решения. В Макдоналдс все устроено наоборот. Там неудобные стулья, яркий свет и быстрый поток людей. Вы должны поесть и уйти. Но Starbucks хочет, чтобы вы остались. Потому что чем дольше вы здесь, тем сильнее ощущение, что это место — часть вашей жизни. Это уже не кофейня. Это клуб, в который можно войти за цену одного латте. Но настоящая сила Starbucks в психологии. Компания использует механики, которые работают почти на уровне рефлексов. Первое — персонализация. Ваше имя на стакане делает напиток вашим. Психологи называют это эффектом владения. Люди ценят вещи сильнее, если чувствуют связь с ними. И самое интересное — ошибки в именах работают еще лучше. Потому что люди начинают фотографировать стаканы, обсуждать их и выкладывать в соцсети.
Бренд получает бесплатную рекламу от самих клиентов. Вторая механика – Starbucks Rewards. Звезды, уровни, бонусы, бесплатные напитки. Это выглядит как программа лояльности. Но на самом деле это игровая система. И мозг реагирует на нее точно так же, как на любую игру. Нужно добрать, нужно накопить, нужно не потерять прогресс. И третья механика – самовыражение через заказ. Ванильный латте, соевое молоко, без сиропа, дополнительный шот, температура 65 градусов. Это уже не просто кофе, это идентичность. Starbucks превратил напиток в способ рассказать миру, кто вы такой. Вы не покупаете латте, вы покупаете образ себя. Но в какой-то момент Starbucks почти разрушил сам себя. В 2007 году Говард Шульц пишет внутреннее письмо руководству компании. Позже оно утечет в прессу. В письме он признает: Starbucks потерял свою душу. Компания ускоряла процессы, упрощала приготовление кофе, убирала все, что делало кофейню особенной. Шульц написал: «Мы потеряли запах, мы потеряли театр, мы потеряли романтику». Starbucks начал превращаться в обычную фабрику кофе. И люди начали это чувствовать. В 2008 году Шульц возвращается на пост CEO и делает невероятный шаг. Он закрывает все 7100 кофеен Starbucks в США одновременно на несколько часов, чтобы провести тренинг по приготовлению идеального эспрессо. Компания теряет миллионы долларов выручки, но получает кое-что важнее – сигнал рынку. Мы не готовы жертвовать качеством ради скорости. Никогда. Через 2 года акции Starbucks вырастут примерно на 150%. Так в чем же настоящий секрет Starbucks? Не в кофе. Профессиональные бариста скажут вам, что во многих специализированных кофейнях напитки намного лучше. Но Starbucks продает не продукт. Он продает принадлежность. Принадлежность к людям, которые ценят маленькие удовольствия. Которые могут сделать паузу посреди дня. Которые хотят чувствовать себя частью определенного образа жизни. Люди покупают не вещи. Люди покупают версию себя. И Starbucks построил империю именно на этом. Starbucks никогда не продавал кофе. Он продавал ощущение того, кем вы хотите быть. Если вам интересны такие истории, подписывайтесь. В следующем выпуске разберем, как Zara почти не тратит деньги на рекламу, но при этом побеждает большинство модных брендов мира. И напишите в комментариях, вы ходите в Starbucks из-за кофе или все-таки из-за ощущения, которое он продает?